Я так много раз рассказывал о том, как с помощью искусственного интеллекта я создаю свой контент, но ни разу публично это не показывал. Давайте в этом видео я это исправлю и покажу вам, как мы можем сделать контент-план на неделю и, исходя из этого контент-плана, уже готовить полноценный, хороший контент для своих социальных сетей. Значит, смотрите, что нам нужно сделать. Я буду показывать на примере ChatGPT. На мой взгляд, это сегодня один из лучших искусственных интеллектов, который есть. Я буду использовать версию платную, версию O3 Mini High, но это не значит, что нужно делать только в платной версии. Те же самые промпты, которые вы сегодня здесь увидите, соответственно, вы можете использовать в любом другом искусственном интеллекте, будь это DeepSeek, может быть это Claude, может быть это ChatGPT, может быть что угодно, может быть какие-то Telegram-боты, с которыми вы работаете, но в Telegram-ботах, скорее всего, это все не получится. Значит, я буду использовать O3 Mini High. Также сразу скажу, что все промпты, которые я использую в этом своем видео и вообще в других видео, все они находятся, соответственно, в моем Telegram-канале. Ссылка находится под этим видео в первом прикрепленном сообщении, либо в описании. Переходите, вступайте в Telegram-канал, и там будет вся информация о том, как получить доступ к этой базе знаний из промптов. Здесь собрано больше 10 тысяч различных промптов, больше 300 различных пользовательских инструкций для того, чтобы не дообучать искусственный интеллект, для того, чтобы он сразу же, соответственно, был тем, кто вам нужен. Также здесь есть у нас чат для общения и есть, соответственно, видеоуроки, полезные видео о том, как использовать искусственный интеллект в своей личной жизни. Также есть там шаблоны по Make, то есть здесь собрана достаточно большая база знаний по искусственному интеллекту. Ну и, конечно, есть чат для общения, поэтому все ссылки находятся под этим видео в первом прикрепленном сообщении. Переходите, вступайте в Telegram-канал, там есть вся информация. Хорошо, я начну составлять для начала, для того, чтобы мне составить, соответственно, контент, мне необходимо разработать контент-план и так называемую стратегию. Но чтобы она реально работала и чтобы это было, знаете, не какие-то пустые разговоры, мне необходимо определить целевую аудиторию. Значит, я не буду сейчас даваться в подробности, то есть я вам покажу промпты, я вам покажу, как это делается. Вы уже сами можете детально описывать свою целевую аудиторию. Но первое, что нам необходимо сделать, это спросить у ChatGPT в простой форме, какая моя целевая аудитория. Здесь очень важно уделить внимание именно интересам и болевым точкам. То есть возраст нас не совсем сильно интересует, нас интересуют именно болевые точки и интересы. Какой промпт я забиваю? Это не лучший промпт, но для составления контент-плана его будет вполне достаточно. Значит, опиши целевую аудиторию для канала о технологиях AI. То есть, как будто бы я составляю контент-план и создаю контент для своего непосредственно канала. Значит, какие у них интересы? Возраст и болевые точки. Соответственно, ChatGPT O3 Mini High — это модель, если вы не посмотрели мои видео, посвященных O3 Mini, это модель, которая умеет логически рассуждать. И проводить различные исследования я как раз рекомендую именно в моделях, где есть функция логики и рассуждения. Значит, размышляя о целевой аудитории для канала о технологиях AI за 7 секунд. Значит, целевая аудитория. Здесь он нам полностью прописывает нашу целевую аудиторию, прописывает интересы, практическое применение, образование, саморазвитие, болевые точки. То есть он выделяет те болевые точки, которые у нашей целевой аудитории есть. Значит, если нам необходимо сегментировать целевую аудиторию, мы можем у него попросить написать 7 самых популярных интересов, 7 самых непопулярных интересов. Возраст, болевые точки, например, вытащи нам 30 болевых точек у нашей целевой аудитории. Но даже вот этого базового понятия работы с целевой аудиторией будет вполне достаточно для составления контент-плана, скажем так, на месяц либо на неделю. Следующее, после того, как мы определили целевую аудиторию, мы его задаем ему следующий промпт. Сгенерируй список актуальных трендов и тем в сфере искусственного интеллекта для 2025 года. Значит, здесь я бы хотел сделать одну
уточнение. Я бы включил функцию поиска, но сейчас я сегодня с утра тестировал, соответственно, функция поиска что-то, она там тупила. Ну, давайте попробуем с функцией поиска. То есть мы здесь, он нам уже сгенерировал ответ, но мы этот ответ посмотрим через функцию поиска. То есть она у меня тупила, поэтому может быть сейчас будет не актуально. То есть что мы его просим? Мы его просим провести небольшой анализ списка актуальных трендов и тем в сфере искусственного интеллекта для 2025 года. Для чего? Для того, чтобы мы дальше могли сравнить нашу целевую, то есть совместить нашу целевую аудиторию и, соответственно, тренды и темы в сфере искусственного интеллекта, для того, чтобы мы в будущем могли совместить это все и создавать именно актуальный контент, который будет интересен в первую очередь нашей аудитории. Знаете, когда мы проводим анализы целевой аудитории, многие просто его проводят, потом убирают в сторону и, соответственно, им не пользуются. Я этого не рекомендую делать. Мы должны провести анализ целевой аудитории, мы должны анализ тем, которые интересны целевой аудитории. Только в этом случае тот контент, который мы будем создавать, он будет попадать в боли, проблемы нашей целевой аудитории, будет, соответственно, интересен ей. Хорошо, он нам накидал список из 11 трендов и 11 интересов нашей целевой аудитории с функцией поиска. То есть, если мы можем сравнить ответы, то здесь он нам предложил, соответственно, тренды и рассуждения, которые он сам придумал со своих баз, а здесь то, что он нашел уже непосредственно в интернете. И нам необходимо попросить его сгенерировать 10 оригинальных идей для видео о применении AI в повседневной жизни. Мы можем здесь прописать что угодно. Мы можем прописать, что эти идеи должны быть не обязательно для видео. Мы, например, составляем контент-план именно под видео. Либо мы можем подписать для видео, либо отдельно для текстового контента. И он уже на основе всех этих данных, он уже начинает нам генерировать те 10 идей, которые, в принципе, мы можем вбить в следующий в своей работе. То есть, основываясь на этих всех данных, он нам уже генерирует идеи под наш будущий контент-план, где мы будем использовать этот контент-план для составления уже непосредственно контента. В зависимости от того, какой тип контента мы создаем, то есть мы выбираем ту идею, одну из идей, которая нас интересует. Например, предложи мне 5 тем для обучающих роликов об идее номер 1 «Дневник с AI». День из жизни будущего. То есть он нам предложил оригинальные идеи. Мы выбрали одну из этих идей. На основе этой идеи мы его просим создать 5 тем. Настройка и персонализация дневника. Планирование дня с помощью AI, расписание задач и напоминаний, интеграция умного дома с AI-дневником, здоровье и благополучие использования AI для контроля самочувствия. Мы можем его попросить конкретно в одной теме, как бы более глубоко погрузиться. То есть смотрите, что мы сделали. Мы определили целевую аудиторию, мы определили тренды, мы определили идеи. И дальше мы с каждой идеей можем генерировать там, по 5, по 7, по 10 различных типов контента, либо это обучающие, развлекательные, еще какие-нибудь, то есть продающие идеи контента, которые в будущем мы будем использовать. То есть смотрите, одним действием, если брать такую вот иерархию, у нас получилось, что мы одним действием сразу же создаем себе, грубо говоря, план контента на целый год. Следующим промптом мы уже все это структурируем. То есть мы ему говорим: создай контент-план на месяц, включив темы и идеи из списка выше. Распредели публикации по дням недели с учетом пиков активности в аудитории. Здесь я взял одну конкретную идею. Лучше всего здесь его просить именно предложить 5 тем для обучающих роликов по каждой идее. И тем самым у нас будет выборка из больше чем 50 различных тем для наших роликов. Здесь же у нас здесь краткая версия, грубо говоря, но даже она позволит нам уже создавать контент по теме. Тема у нас дневник AI, день из жизни будущего. И смотрите, он нам показывает, какие идеи, какой тип контента: прямой эфир, видео, соцсети, блог, статья, видео, короткое видео, какого формата
видео, либо какого формата контент мы можем производить. Можно все это структурировать непосредственно в таблицу для создания этого контента. Можно все это структурировать вот в таком видео. То есть мы печатаем, у нас уже есть выборка из 30 различных идей. То есть сколько у нас здесь? 4 недели по 7 типов контента, то есть 28 типов контента, которые мы можем размещать в течение определенного периода времени. Конечно же, я говорю еще раз, что здесь лучше взять более большую выборку и составить больше контент-план. Но даже вот в таком вот базовом виде это уже лучше, чем вы его просто попросите: создай мне контент-план для моей целевой аудитории. Нет, смотрите, мы провели с ним небольшую работу. Мы дальше берем какой-то определенный тип контента. Например, я выбрал вот этот тип контента, как анализировать результаты, советы дня, советы по оптимизации, использование данных дневника для самоанализа, визуализации результатов и планирования улучшений. Я его прошу составить подробный сценарий для TikTok видео на эту тему. Предложи мне 5 вариантов заголовков для этого видео. Расшифруй основные пункты сценария, включи вступление, основную часть заключения, а также призывы к действию. И по каждому типу контента мы можем таким образом уже непосредственно создавать контент. То есть мы его не просто теперь просим: создай нам контент на такую-то тему. Нет, мы с ним проработали эту тему, мы с ним проработали целевую аудиторию, мы с ним проработали план, идеи. И уже проработка сценария, либо проработка любого поста, она будет выглядеть, то есть любой пост наш будет выглядеть намного круче. Мы можем его даже сказать, какая длительность этого будет. Например, я не хочу снимать 60-секундные рилс ролики, я хочу снимать 2-минутные, потому что шортсы, ТикТоки, Инстаграмы, они все уже продвигают длинные видео, то есть видео до 3 минут. И я хочу создавать, например, именно такой тип контента. И я его прошу проработать сценарий. И этот сценарий плюс заголовки. Для меня, например, это слишком длинный заголовок. Я хочу заголовок из, например, 6 слов. Все. И он уже будет оптимизировать заголовок из 6 слов. Я хочу яркий хук, я хочу яркое вступление, я хочу какую-то бросающуюся в самом начале фразу. Я это все прописываю. И таким образом, то есть мы создаем неограниченное количество контента с помощью вот такого вот подхода. Я использую именно такой подход для своей работы. Мне, на мой взгляд, это самый идеальный подход для создания контента в социальных сетях. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, подпишитесь на Telegram канал, ссылка находится под этим видео. Ищите меня в TikTok, в Instagram, там тоже есть огромное количество контента, посвященного искусственному интеллекту, который я не публикую здесь. С вами был Герзуевич, пока.